как находятся новые идеи, как увеличить количество и качество предложений по улучшению поступающих от сотрудников. Можно ли развить у людей навык поиска и генерации идей по совершенствованию? Обо всем поговорим. Тема непростая и очень интересная. Я поделюсь своими идеями о том, как вообще зарождаются новые идеи, и дам 5 конкретных рекомендаций по развитию этого навыка. Самое интересное будет в конце видео, так что посмотрите его до конца. Тема оказалась настолько интересной, а материала так много, что я решил разбить видео на 2 части. И сегодня вы посмотрите первую часть. Я опубликую вторую часть, если первая наберет достаточно лайков, больше 100 и репостов. Так что поддержите это видео своим лайком и репостом. Привет, всем Лина! Спасибо, что смотрите канал IT-Pro. Я знаю, что некоторые из вас смотрят видео без подписки. Именно вас я прошу подписаться, чтобы поддержать развитие моего канала. В прошлом видео я рассказал о топ-7 ошибок в работе с идеями сотрудников. Ссылка на это видео будет сейчас в верхнем правом углу экрана. Посмотрите его обязательно. Одной из ошибок, на которую я обратил внимание, было то, что искать новые идеи по улучшению – это навык, который необходимо развивать. Но часто в компаниях это не делают, не развивают этот навык. Идея нашла отклик у ряда моих подписчиков. От одного из них, Алексея Шлепкова, пришел вопрос: каким образом можно развивать навыки поиска улучшения и подачи предложений у сотрудников? Это какое-то непрерывное обучение по теории познания, написал он. Алексей, спасибо большое за ваш вопрос. Напишите в комментариях, что бы вы могли посоветовать по заданной теме. Как бы вы ответили Алексею. Вначале хочу обратить ваше внимание, что здесь речь пойдет только об одном определенном направлении улучшения. Это совершенствование уже существующих объектов. То есть я не буду обсуждать создание новых объектов, которых ранее не было. Например, это создание новых продуктов. Давайте с вами разберемся, как вообще происходит поиск новых идей по улучшению. Я отражу исключительно свой взгляд на данный вопрос. Уверен, что подходов к анализу процесса поиска новых идей больше, чем один. Напишите в комментариях, какие подходы знаете вы. Что ж, с вводной частью закончили. Так как люди находят новые идеи? Прежде чем ответить, я попрошу вас сделать небольшое задание. Посмотрите на экран, вы увидите чуть попозже на нем рисунок. Теперь ответьте на вопрос. Что вы видите на картинке с белками необычного? Попробуйте ответить на вопрос самостоятельно. Я выдержу совсем небольшую паузу. Не сказать, что задание уж очень сложное, но вы, наверное, обратили внимание, что при работе с большим объемом информации возникают некоторые проблемы. Что значит необычное? Может, это цвет белки или то, что одна белка улыбается, а шляпа на белке — это достаточно необычно, чтобы отметить. Да и мало ли что еще можно выделить при такой постановке вопроса. Чтобы справиться с такой задачей быстрее и эффективнее, необходимо ограничить поле потенциальных возможностей. Фокусировка возможна за счет уточнения вопроса. Например, найдите на рисунке среди белок одну мышку. Мозгу проще, когда задача поиска уточняется. Он начинает отвергать все, что не соответствует критерию поиска. Найти правильный ответ будет проще. Вы будете игнорировать, что бросается в глаза, но не соответствует вашей задаче. И вы быстрее выполните задание. Как же это связано с поиском идей получения процессов, продуктовых потоков, информационной системы, документооборота и тому подобное? Сейчас все объясню. Дело в том, что, по моему мнению, новация в существующих процессах связана именно с фокусировкой внимания. Переходом от общего к частному, с поиском чего-то конкретного, связано с решением поставленной задачи. Таким образом, навык генерации улучшений напрямую связан с навыком фокусирования. Когда мы просим сотрудников: нам нужны ваши идеи по улучшению работы, то для большинства людей порождает огромное поле потенциальных возможностей. Мозг сильно дефокусирован, ему трудно найти что-то конкретное. Особенность мозга заключается в том, что для него думать в дефокусированном состоянии очень сложно, а для большинства людей вообще невозможно. К счастью, есть часть сотрудников, новаторов, которые умеют фокусироваться. Именно они видят конкретные потери, генерируют основную массу идей по улучшению. Они сужают поле потенциальных возможностей до конкретных операций, каких-то определенных проблем, потерь, с которыми они столкнулись. Концентрация на конкретной задаче заметно активизирует поисковую функцию человека. Такой механизм заложен в эволюции.
Поисковая функция – это способность человека запускать умственные и мотивационные процессы изыскания необходимого. Например, охотник искать дичь, рыбака рыбу, а собиратель ягоды. Срезюмирую ответ на первый вопрос видео. Как находится новый идея улучшения существующей ситуации? По моему мнению, идея находится за счет фокусирования мыслительной деятельности и ограничения поля потенциальных возможностей. Дальше я расскажу о методах, как можно повысить навык фокусировки при поиске идей улучшения. Так что посмотрите видео до самого конца. Хотел поблагодарить всех, кто подписался на мой канал. И прошу подписаться всех тех, кто еще этого не сделал. Это поддержит развитие моего канала. Поставьте лайк этому видео. Это помогает делать контент более интересным. Сделайте репост этого видео, чтобы ваши коллеги тоже узнали полезное. Я хотел поделиться с вами 5 методами повышения уровня фокусировки. Сразу хочу оговориться, что волшебных палочек нет. Все, о чем я хотел бы рассказать, не гарантирует вам быстрого роста количества и качества предложений. Но то, что они работают и помогают раскрутить маховик идей, это точно. В конце видео я расскажу о подходе, который поможет реализовать все 5 методов. Так что посмотрите видео до конца. 5 методов повышения навыков фокусирования я хотел бы начать не столько с того, как запустить поисковый процесс, сколько о том, как для начала перефокусировать сотрудников, сместить акценты в поиске инноваций. Из своего опыта работы с идеями сотрудников я вывел 3 типовые модели поиска идей, которые нежелательны, хотя вполне допустимы. Первую модель я назвал «замена всего старого на все новое». И она очень часто проявляется. Сотрудники начинают подавать идеи типа замена старого компьютера на новый, переход со старого типа компрессоров на современные, ну и тому подобное. Вторая модель поиска идей я назвал эволюция средств труда. Это проявляется в том, что идут идеи по следующей примерно схеме. Ручное необходимо заменить на механическое, механическое заменить на электрическое, электрическое на автоматическое, а автоматическое на цифровое. Третья нежелательная модель генерации инноваций я назвал ресурсное насыщение. Приведу пример. Сейчас в комнате мастеров один компьютер на 2 мастеров. Предлагается, чтобы у каждого мастера был отдельный компьютер. Или предложение типа «необходимо увеличить запас расходных материалов для повышения ритмичности производства». Ради справедливости следует отметить, что все эти 3 модели вполне допустимы. Так в чем же проблема? Проблема в том, что они все связаны с инвестициями, дополнительными затратами. И если будут поступать только такие предложения, то компания просто с ними не справится. Новации быстрее инвестиций. Такая ключевая идея должна быть доминирующей в сознании людей. Я согласился бы с применением 3 нежелательных моделей поиска идей только в отношении узких мест. Ограничений системы. Здесь, кстати, уместно вспомнить теорию ограничений систем. Если вам интересно узнать что-нибудь про нее, напишите вопрос в комментарии. Поэтому метод номер 1, о котором я сегодня рассказал, это перефокусировка внимания сотрудников с ресурсоемких идей на новации, которые можно реализовать в рамках имеющегося обеспечения. На сегодня это все. Напоминаю вам, что видео содержит 2 части. Сегодня вы увидели только первую часть о том, как повысить количество и качество предложений от сотрудников. И если это видео наберет достаточно репостов и лайков, я опубликую вторую часть. А на сегодня это все. Всем лина. Увидимся.